Всем привет, ребят! С вами Сюзанна, и сегодня мы будем раскрашивать вот такую вот прекрасную Микасу, которую я рисовала вчера вечером. Ну и будем это делать маркерами. Не помню, сколько у меня их тут штук, но точно больше сотни. Давайте еще немного поближе покажу сам скетч. Тут получается карандашный набросок, и сразу же я сделала лайн. Не знаю, насколько похожа она у меня сама на себя получилась, но мне в принципе нравится. А также, ребят, номера, которыми я буду ее раскрашивать, вы в процессе сможете наблюдать вот в этом углу экрана. Ну что ж, пока вы наблюдаете за процессом покраса, я бы хотела с вами в это время немножечко поговорить, кое-что рассказать, спросить и вообще обсудить дальнейшее мое ведение данного канала, инстаграма и того же тиктока. Для начала давайте про этот YouTube-канал. И хочу сказать честно, что после всех тех, неприятных событий именно для Украины, то я хотела как-то постепенно начать полностью озвучивать свої відоси на українському язикі. Тому що українською мовою я можу розмовляти вільно, але буде це деяким людям зрозуміло та цікаво дивитися. Я знаю, що більшість мене дивляться іменно з Росії, там з Білорусі, може з Казахстану та трохи менше з України. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях, на якій мові вам було б краще та приємніше дивитися і слухати мої відео. Вот так что да, вот такой вот интересный вопрос, поэтому очень буду ждать ответа в комментариях. Напишите, на каком языке мне на русском продолжать озвучивать свои видосы, либо же переходить полностью на украинский. Или я могу делать какие-то отдельные видосы на украинском языке, если уж много людей попросит. Еще момент насчет тех предыдущих 3, по-моему, видосов или 4, я уже не помню. Я их делала полностью без озвучки. Это не потому, что я там где-то переобулась, там что-то не хочу, или наоборот, типа хочу полностью избавиться там от русскоязычных зрителей. Нет. Просто у меня не было возможности озвучивать, я потеряла свой микрофон, а у меня на телефоне динамик очень плохой, мне приходится соединять его с микрофоном и озвучивать. И вот, наконец-таки, чудным образом я нашла его, понимаете? И сразу же следующее вот это вот видео я снимаю уже с озвучкой. Я сама очень рада, что он у меня нашелся, и у меня есть возможность снова озвучивать свои видосы. Так, ну все, с Ютубом мы разобрались, буду ждать ваши ответы в комментариях. Теперь насчет Инстаграма. Как многие заметили, у некоторых Инстаграм как бы отключили, некоторые могут туда заходить через VPN. И вообще, если так посудить, то это уже больше, не такая прям популярная платформа, как была раньше, поэтому я все-таки решила именно в Инстаграме перейти на свой родной украинский язык. Я это уже делаю в течение, наверное, недели, может быть, чуть больше, чем недели. В принципе, даже если вы не понимаете украинский язык никак, то вы можете нажать там сверху на сторис перекладач, то есть переводчик, и вам сразу же всю сторис переведут на русский язык. Я думаю, в этом нет никакой сложности. Поэтому, лично мое мнение, я буду так и дальше вести свой Инстаграм на украинском языке. ТикТок пока что не знаю. Я сделала 2 видео на украинском языке. Вроде бы многие сказали, что очень классно, и где-то 30% сказали, что все-таки лучше возвращайся на русский язык, так тебя как бы привычнее слышать, да? Но знаете, лично я пока что в раздумьях, потому что украинский язык это как бы мой основной родной язык, и мне как бы даже нет разницы, на каком разговаривать, и я и так все понимаю, и так тоже. И вы можете, в принципе, написать здесь в комментариях насчет Ютуба, да, там разговаривать там на украинском или на русском, и также чуть ниже в одном комментарии можете написать и про ТикТок. Вот, все ваши комментарии я читаю, поэтому не бойтесь, пишите, также не ленитесь, пишите, вот, потому что мне очень важно ваше мнение, и тогда уже именно от него я буду отталкиваться. Как мне там разговаривать, как мне здесь разговаривать, вот, так что да. И, ребят, давайте последний вопросик, самый интересный. Это насчет продолжения устраивания мною для вас конкурсов. Вот, потому что сейчас у меня снова появилась такая возможность.
Я могу вновь возобновить конкурсы, конечно, не прям так часто, как было раньше, но я думаю, хотя бы раз там в месяц будет нормально. Безусловно, основные посты, как и раньше, будут в Инстаграме. Пожалуйста, переходите в мой Инстаграм, ссылочка, как всегда, в описании под этим видео. Также я ее закреплю в комментариях. Будем выбирать в сторис подарки, будете голосовать, что вы хотите видеть в призах основных. Также будет уже отсчет времени, когда начнется, будет отдельный пост. Ну, в общем, вы все и так знаете, да? И, естественно, о начале конкурса я объявлю в каком-то из следующих видосов. Поэтому, опять же, пожалуйста, напишите в комментариях, хотите вы видеть конкурсы или нет. Потому что у многих почта закрыта, у многих она просто заморожена, либо ее как бы уже не существует, потому что, ну, сами понимаете, да, что могло случиться. Это уже самое плохое, что. Никому не пожелаешь такого, но, ребят, держитесь. Я надеюсь, я очень надеюсь, что все-таки будет хорошо. В принципе, я смотрела по карте, плюс-минус почти все почты работают, поэтому я вам в любое время смогу отправить ваш подарок. Ух, наговорила я много всего, порасспрашивала, но вроде бы рассказала более-менее. Вот, поэтому буду очень ждать ваших ответов в комментариях, и тогда уже будем решать, как нам дальше быть. Но тем временем я уже практически закончила раскрашивать Микасу. Вот такая вот красавица у нас получается. Я стараюсь делать больше деталей, как бы вырисовывать ей волосы, лицо. Ну, не знаю, что-то с лицом у меня не прям круто получилось. Немножечко какое-то оно скошенное, вроде бы и нет. С какого угла, главное посмотреть. Ну, мне нравится. Я думаю, 9 из 10 в принципе можно поставить. Как вы видите, под конец я немножечко добавляю еще дополнительных деталей, дополнительных теней. Цветными карандашами я использовала как акварельные цветные карандаши, так и просто цветные карандаши. Не обошлось и без моей белой гелевой ручки, но, к сожалению, этот процесс я не записала. Ну, точнее, я его записывала, но он не записался почему-то. И вот только вот такой вот кусочек у нас остался. Но я думаю, тут ничего страшного. И сейчас мы все вместе посмотрим на результат, который у нас получился. Ну что, готовы увидеть? Раз, два, три, вуаля! Вот такая Микаса теперь у нас есть. Как всегда, стараюсь показать немного поближе, чтобы вы смогли все тщательно рассмотреть. Надеюсь, ничего не засвечивает. Над ее волосами я больше всего постаралась и очень хорошо их так прорисовала, и мне кажется, оно реально того стоило. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой результат, например, от 1 до 10. Я правда очень старалась и надеюсь, что это видео вам все-таки понравилось. Ну а на этом было все. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже в следующем ролике. Всем хорошего настроения, всего вам, ребят, самого лучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы и всем пока-пока.